Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать тайны мира, 10 мистических и необъяснимых явлений. Из этого видео вы узнаете следующее. Картина, которая устраивает пожары, но сама не горит. Невероятная история, число очевидцев и свидетелей которой исчислялось сотнями человек. Чем закончились изыскания Реймонда Муди, ученого, рискнувшего начать систематическое изучение посмертных состояний? Как полиция ловила домового в Сарагосе? Откуда взялся таинственный голос в дымоходе размером всего 20 сантиметров? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. В мире существует много самых разных таинственных, мистических и необъяснимых явлений. В этом видео мы собрали наиболее интересные и захватывающие из них. 1. Загадка плачущего мальчика. В мире постоянно случается много всего загадочного и таинственного. Но данная история примечательна тем, что число очевидцев и свидетелей исчислялось сотнями человек. Получила она название «Плачущий мальчик» по одной из картин испанского художника Бруно Амадиа 1911-1981, также известный как Джованни Браголин. В свое время он написал целую серию картин, на каждой из которых изобразил плачущего ребенка. Знающие люди говорили, что это лица детей из детского дома, который сгорел во время войны. Творения Браголина нравились ценителям живописи. Картин насчитывалось 65. С них были сделаны репродукции и проданы по всему миру. На вырученные деньги художник смог спокойно жить в Венеции, а изображения плачущих детей оказались в домах и квартирах тысяч людей. И все было бы ничего, но летом 1985 года в Великобритании произошел странный случай. В графстве Южный Йоркшир, что в северной части Англии, жила почтенная пара Рона и Мэй Холлоуэй. В начале июня упомянутого года в их доме случился пожар. Сгорело все, обрушилась даже крыша, остались только стены. А на одной из них висела абсолютно неповрежденная и даже не покрытая копотью репродукция плачущего мальчика. Семья купила ее еще в 1972 году, будучи в Италии. Члены семейства не были убиты горем, так как недвижимость и имущество были застрахованы, но сам факт, что картина уцелела среди пепелища, вызывал удивление. Через некоторое время произошел еще ряд пожаров в городе Роттердаме. Все они были большой силы и безжалостно уничтожили жилища людей. Объединяло их то, что во всех домах и квартирах осталась целая картина, изображающая несчастного мальчика с залитым слезами лицом. Причем это был один и тот же ребенок, а художник, как было сказано ранее, изобразил 65 плачущих лиц мальчиков и девочек. Заметил эту странную закономерность пожарный Питер Халл. Его слова подтвердил другой пожарный по имени Алан Уилкинсон. Данное заявление вызвало интерес у журналистов газеты The Sun, таблоида с ежедневным тиражом 2 800 000 экземпляров. Редактор газеты Кельвин Маккензи почувствовал сенсацию и решил более досконально изучить вопрос, связанный с репродукциями картин «Плачущий мальчик». По его заданию журналисты побывали в нескольких городах Северной Англии и выяснили, что подобные возгорания наблюдаются уже на протяжении нескольких месяцев. Они вызывают серьезную озабоченность у страховых компаний, так как регулярно приходится выплачивать огромные денежные суммы пострадавшим. На всех пепелищах находят одно и то же заплаканное лицо ребенка.
Репродукции же с другими лицами никакой угрозы для людей и их жилищ не представляют. Отсюда следовал вывод: жители Англии столкнулись с поразительным мистическим явлением. 4 сентября 1985 года вышел очередной утренний выпуск The Sun. На первой полосе красовалась статья под названием «Проклятие плачущего мальчика». За день ее прочитало более 7 миллионов человек. А на следующий день в редакцию валом пошел поток писем, а телефоны звонили, не переставая. Люди из разных уголков Англии стремились рассказать свои истории. Все они в разное время приобрели репродукцию «Плачущий мальчик» и впоследствии пострадали от пожара. Так, жительница Донкастера Сандра Краско рассказала, что она, ее брат и мать пострадали от пожара после того, как приобрели по одной копии злосчастной репродукции. В городе Лидсе сгорел полностью дом, а репродукция ребенка осталась целой и невредимой. Из других городов и графств шли точно такие же сообщения. Огонь уничтожал все дотла, а заплаканный лик даже не покрывался копотью. Данные факты привели англичан в состояние крайнего возбуждения. Началось массовое уничтожение всех репродукций плачущего мальчика. Правда, находилось немало людей, которые относились ко всему этому ажиотажу довольно скептически. Они считали, что газетчики нашли новый способ своего обогащения и бесстыже выкачивают деньги из доверчивых граждан. Тех же, кто жег репродукции, охватила паника. Появился слух, что дух плачущего ребенка теперь будет мстить. Одна женщина из Лидса сообщила, что именно картина виновата в гибели ее мужа и двоих сыновей. А пожилой мужчина из Лондона заявил, что по вине репродукции погибли его сын и жена. В ноябре 1985 года редакция The Sun решила устроить массовое показательное сожжение оставшихся изображений заплаканного малыша. Газетчики хотели развести огромный костер прямо на плоской крыше редакции, но пожарные категорически запретили это делать. Тогда выбрали пустырь за городом. Там и устроили огромный костер. В нем сгорели все оставшиеся копии. Англия замерла в ожидании чего-то нехорошего. Но дни шли за днями, недели за неделями, а массовых пожаров больше не было. Плачущий мальчик, погибнув в огне, перестал беспокоить людей и отравлять им жизнь. Со временем неприятная история забылась. Остались только старые подшивки газет, напоминающие о ней. 2. Алмаз Хоупа. Проклятие индийских жрецов. Алмаз Хоупа – один из самых знаменитых алмазов Нового Света. Кристальной чистоты алмаз глубокого сапфирово-синего цвета в 45,52 карата прославился как зловещий, роковой камень, приносивший страшные беды, болезни и несчастья всем своим владельцам. Несмотря на дурную славу, за синим бриллиантом фанатично охотились во все времена, многократно похищали и выкупали у владельцев за баснословные суммы. Происхождение его теряется в веках. В Европе этот алмаз оказался в XVII веке, благодаря некоему Жан-Батисту Тавернье, путешественнику и по совместительству королевскому поставщику драгоценных камней. Он доставил синий бриллиант во Францию, прямо ко двору Людовика XIV, и, если верить французским летописцам, преподнес камень своему монарху в подарок в обмен на титул дворянина. Лучезарный кристалл в узких кругах придворной знати стали называть «синий глаз Людовика». Тавернье перед этим долго путешествовал по Индии, где посетил двор Шах-Джахана в Агре и знаменитые алмазные копи Голконды. Но как в его руках оказался огромный синий алмаз, достоверно никто не знает. Самая распространенная версия гласит, что этот кристалл был глазом бога Рамы, статую которого он и украшал до тех пор, пока не был похищен неизвестными. Согласно местным поверьям, разгневанный бог Рама проклял похитителей и всех последующих владельцев камня, поэтому алмаз приносил и приносит только смерть, горе и несчастье его владельцам. К тому же левый глаз статуи бога Рамы был карающим глазом. Тавернье, написав мемуары, вскоре загадочным образом умер в России, проезжая через Москву, и, видимо, там же и был похоронен. Кто похоронил французского авантюриста и где его могила, никто не знает. Алмаз, привезенный Тавернье,
первоначально весил около 115 карат, однако после того, как Хоуп попал во владение французского короля Людовика XIV, королевский ювелир изготовил из него несколько меньших по размеру камней. Один из них, некогда украшавший перстень императрицы Марии Федоровны, ныне хранится в алмазном фонде Московского Кремля. Самый большой, так сказать, осколок индийского бриллианта, весом 69 карат, фигурировал в описях королевских сокровищ, как голубой алмаз короны или голубой француз. Как полагают, Людовик XIV носил его на шее, вправленном в золотой кулон. При нем Франция вела беспрерывные войны, ложившиеся тяжким бременем на страну и разорявшую ее. Сам Людовик умер после нескольких суток агонии от гангрены ноги, которую король повредил при падении с лошади на охоте. Можно сказать, что камень счастья ему не принес. Носил голубого француза и Людовик XV, алмаз украшал королевскую подвеску с орденом Золотого Руна. Король подарил камень своей фаворитке маркизе де Помпадур, однако вскоре она скончалась от воспаления легких. Камень вернулся в королевскую семью и затем перешел к Людовику XVI, который подарил синий алмаз своей обожаемой супруге Марии Антуанетте. Позднее королеву публично обезглавили во время Великой Французской революции. Самого же Людовика XVI обвинили в заговоре против свободы нации, лишили титула короля и публично казнили. Интересно, что Мария Антуанетта иногда давала поносить алмаз принцессе де Ламбаль, с которой очень дружила. Проклятие камня настигло и принцессу, она тоже была убита самым чудовищным образом. Вот как описал ее казнь граф де Ферсан в письме от 19 сентября 1792 года. Перо не в силах описать подробности казни мадам де Ламбаль. Ее терзали самым жутким образом в течение 8 часов. Во время французской революции, которая проходила с грабежами и погромами королевских покоев, камень был выкраден вместе с другими сокровищами французской короны и вывезен в Англию, где получил прозвище «Голубой француз». Неизвестно, где он находился долгое время. Выплыл он лишь в 1812 году с огранкой другой формы и весом всего 45,52 карата. По некоторым данным, камень был приобретен английским королем Георгом IV, после смерти которого в 1830 году бриллиант был продан неизвестному лицу. С течением времени множились слухи, что все владельцы камня разорялись, сходили с ума или погибали. Несмотря на столь дурную славу, в 1839 году британский банкир Генри Филипп Хоуп приобрел алмаз на аукционе за 18 тысяч фунтов стерлингов. Тогда камень и получил название «Алмаз Хоупа». Сам Генри Хоуп дожил до старости, однако разорился, лишив себя и семью огромного состояния. Это событие добавило еще больше тем для разговоров о проклятии алмаза. К тому времени его история даже послужила предпосылкой для создания многих литературных произведений. Так, в 1866 году британский писатель Уилки Коллинз написал роман «Лунный камень», сюжет которого явно навеян историей алмаза Хоупа. После смерти Хоупа бриллиант снова перепродавался несколько раз. Известно, что синий алмаз у членов семьи Хоупа выкупил один турецкий коллекционер. Несчастный не успел даже налюбоваться камнем, так как сломал себе шею на корабле во время шторма. Вскоре алмаз Хоупа появляется в гареме турецкого султана Абдул-Хамида II. Он подарил камень любимой наложнице, и вскоре она была убита грабителями. Султан, печально прославившийся кровавыми репрессиями, в 1909 году был свергнут с престола и умер в заключении в 1918 году. Следующим владельцем алмаза был русский князь Корытковский, который подарил его французской танцовщице Ледю. Вскоре он застрелил ее в приступе ревности, а сам через 2 дня был убит загадочным образом. В 1911 году бриллиант приобрел знаменитый французский ювелир Пьер Картье за 550 тысяч франков. Камень к тому времени оброс уже просто невероятным количеством настоящих и вымышленных трагических историй, что не помешало ювелиру продать его эксцентричной американской миллионерше Эвелин Уолш Маклин.
Она была уверена, что камень, приносивший беды другим людям, станет ее талисманом. В результате она носила алмаз Хоупа, практически не снимая. Однако вскоре муж Эвелин сошел с ума и умер в психиатрической больнице, ее любимый сын попал под машину, а дочь скончалась от передозировки лекарств. Врачи подозревали, что она сделала это умышленно. Сама Эвелин Маклин прожила 60 лет, не расставаясь с алмазом, упрямо не веря, что все это проклятие индийских жрецов, хотя осталась в одиночестве и была почти полностью разорена. После ее смерти в счет уплаты долгов бриллиант был продан американскому ювелиру Гарри Уинстону. Проклятие камня на нем не сказалось и в его судьбе. Действительно, не произошло никакого несчастья, наверное, потому что он часто устраивал различные благотворительные мероприятия и даже организовал тур драгоценных камней по Соединенным Штатам, пожертвовав вырученные деньги опять же на благотворительность. Любопытно, что сам ювелир многократно уверял публику в том, что он не суеверен и совершенно не верит ни в какое проклятие. «Видал я всякие камни и все их страшилки. Все это чушь собачья», — говорил Гарри, и снова выставлял бриллиант на выставках и балах. В ноябре 1958 года Уинстон вообще решил подарить алмаз Хоупа Соединенным Штатам, продав его Смитсоновскому институту в Вашингтоне за символическую цену в $146. Для доставки его по новому адресу он выбрал необычный способ, отправил бриллиант обычной почтовой посылкой, обернув драгоценную ношу грубой оберточной бумагой. В настоящее время камень хранится в Национальном музее естественной истории при Смитсоновском институте и является там главным экспонатом. Ныне он оценивается в $100 миллионов. Камень надежно защищает широкое пуленепробиваемое стекло. Как говорят старожилы института, мы не алмаз защищаем, а людей от алмаза. 3. Призраки Токио. Мало кто из приезжающих в этот мегаполис подозревает, что японская столица своего рода заповедник, где едва ли не в каждом квартале можно столкнуться со странным и непознанным, с обитателями мира теней. Удивляться этому не приходится. В Токио за последние 4 столетия жили миллионы и миллионы людей, жаждавших денег и власти, любивших, страдавших и время от времени убивавших друг друга. Как объясняют знатоки сверхъестественного, за каждым преступлением тянется шлейф неудовлетворенных обид, жажды мести, всех тех необузданных чувств, которые и порождают призраков, способных десятилетиями не только преследовать непосредственных виновников преступлений, но и пугать случайных прохожих. Теневой мир Японии в этом смысле гораздо богаче и плотнее населен духами и привидениями, нежели старая добрая Англия или мрачные замки феодальной Европы. Эта характерная черта проистекает из особенностей национальной религии синто, исходящей из того, что души умерших превращаются в населяющие небеса и окружающий мир божества добрые или злые, в зависимости от прожитой жизни. Они не только следят за людьми, но в случае необходимости вмешиваются в их дела. В августе вся страна отмечает праздник Обон, во время которого японцы, даже очень далекие от религиозных догм, получают возможность пообщаться со своими, давно умершими предками. Буквально вся страна в эти дни расцвечивается фонариками, указывающими духам самую короткую дорогу к родному очагу. Поэтому для японцев встреча с призраком, сколь не пугающей она может казаться, является столь же естественным событием, как и неожиданный звонок от знакомого, с которым долгое время не виделись. Вообще-то обитатели потустороннего мира делятся японцами на 2 основных категории. Одна из них, бакэмона, представлена лисами и барсуками, способными перевоплощаться в людей, странными на вид хранителями гор, тенгу, и водоемов, капа. Соответственно, и встретиться с ними можно в лесу, в горах, на берегу озер и рек. Злобность и вредоносность этих монстров не безусловна. Иные из бакэмона выглядят довольно комично. Существует поверье, что тенгу или капа способны даже оказать помощь человеку. Но, как говорят, можно попасть и, так сказать, под горячую руку. А вот для городов характерны встречи с представителями другой категории – юрей,
призраками тех, кто был предательски убит, обманут или стал жертвой заговора. Души этих страдальцев, воинов, брошенных жен, несчастных влюбленных, не находя покоя, бродят по земле, чаще всего вокруг мест, связанных с их гибелью, в надежде на отмщение. Их фосфорисцирующие в ночи контуры с длинными гибкими руками, но без ног, с горящими рубиновым светом глазами, как утверждают знатоки, можно довольно часто увидеть в некоторых гостиницах или в обветшавших домах, где когда-то произошло преступление, у кладбищенских ворот или у затянутых ряской заброшенных прудов. А если не увидеть, так услышать их тяжелое дыхание в пустой комнате, шаги за стеной, душераздирающие стоны, перестук каблучков деревянной обуви в темном переулке. Таких, так сказать, плохих мест в Токио огромное количество. Например, в старом императорском дворце, который был уничтожен пожаром 1,5 века назад, было зарегистрировано 7 мистических чудес, среди которых четко слышимые за перегородками женские шаги, неизвестно откуда появляющаяся и куда пропадающая собака, пруд, в котором отражается луна даже в безлунные ночи. Считается, что проходом в потусторонний мир часто являются мосты, туннели, темные подворотни. Именно там встреча с Юрой наиболее возможна. И это недосужие разговоры. Таксисты, которым по роду своей профессии приходится часто путешествовать по ночному Токио, могут рассказать о десятках случаев, когда в том или ином транспортном туннеле за их машиной гнались тени, заглядывали в кабину, стучали по крыше, просили подвезти. Особенно часто это происходит в туннеле Сендага, проложенном под кладбищем у храма Сэндзюин в Харадзюку. Еще одно излюбленное призраками место – к северу от станции Уэна, где в годы Средневековья казнили преступников. Привидения чувствуют себя вольготно и в небоскребе Саншайн 60, построенном на месте тюрьмы Сугама, где с 1895 по 1971 годы вершились смертные казни, в том числе и над военными преступниками, осужденными Международным трибуналом. Впрочем, дело не только в возможности встреч с призраками. Это вообще, так сказать, нехорошее место, где еще во время строительства небоскреба нередки были несчастные случаи. За 10 лет, прошедших с окончания стройки, с крыши высотного здания прыгнули вниз 150 грешников. И поныне люди время от времени видят огненные шары, хаотически перемещающиеся по комнатам верхних этажей Саншайн 60. Юрэй облюбовали даже резиденцию премьер-министра, которая в дни вооруженного путча 1932 года стала сценой кровавого убийства. В течение 2 десятилетий политики, сменявшие друг друга на посту премьер-министра, отказывались жить в этом доме. Свидетели, причем весьма авторитетные, утверждали, что по ночам в коридорах резиденции бродят полупрозрачные фигуры в старых военных мундирах, слышатся странные шумы, дергаются дверные ручки, мигают электролампы. Премьер-министр Коидзуми решил перенести свою резиденцию в другое здание. О том, насколько плотно территория японской столицы населена представителями загробного мира, можно судить хотя бы потому, что специальный маршрут туристического автобуса, знакомящего приезжих с, так сказать, плохими местами Токио, предусматривает объезд более 100 подобных точек. Впрочем, для того, чтобы познакомиться с Юрэй, нет необходимости в личной встрече с привидениями. Немалая доля японской культуры, литературы и изобразительного искусства в той или иной степени связана с описаниями этой теневой стороны жизни. Первое упоминание в литературе о мстительном привидении можно обнаружить еще на страницах повести о Гэнзи, написанной 1000 лет назад. Затем с обликом представителей загробного мира своих соотечественников стали знакомить авторы пьес для театра Но. В XIV-XV веках привидения и духи стали основными героями на сцене этого театра. В годы периода Эдо 1603-1868 привидения прижились и на сцене театра Кабуки. Известнейшие мастера ксилографии, например Хокусай, посвятили этой теме свои гравюры. После реставрации Мэйдзи, 1868 год, японское правительство ощутило некое неудобство в связи с тем,
как выглядела страна восходящего солнца в глазах приезжих иностранцев. Привидения, духи, демоны были официально признаны порождением низкопробного суеверия. Произведения некоторых фольклористов были подвергнуты цензуре. Школьникам на уроках объясняли, что Тету и Капа всего лишь выдумки малокультурных людей. Но борьба с потусторонним миром вскоре была свернута. Стране, вступившей в начале прошлого века на путь ультранационализма, нужна была новая идеология, в которой духи и синтоистские божества играли немаловажную роль. Появились адепты новой науки Йокай-гаку, монстрологии, которые на полном серьезе занялись изучением и классификацией проявлений потустороннего мира в жизни японцев. Так, например, птицеголового горного монстра Тету объявили воплощением духа Бусида, кодекса чести самурая. Вера в призраков и демонов стала одним из компонентов формирования национального духа Ямато. Снятие табу с суеверий вдохнуло новую жизнь в творчество авторов, делавших привидения героями своих новелл, повестей, картин, скульптур. Огромными тиражами выходили и продолжают издаваться книги комиксов, манга о столкновениях реального и потустороннего миров. Созданы десятки, если не сотни, блестящих анимационных фильмов на эту тему. В качестве примера можно привести успех мультипликационной ленты Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками», удостоенной в США кинопремии «Оскара» за безусловно талантливый рассказ о тусовке привидений в маленьком курортном городке. А чтобы было ясно, насколько глубоко щупальца загробного мира проникли в действительность современного Токио, воспользовавшись ресурсами сети интернет, можно без особых усилий узнать о ближайшем к интересующему дому месте обитания привидения. На сегодняшний день интернет располагает списком из 13 тысяч таких точек в одном лишь Токио. Другими словами, привидения всегда можно обнаружить по соседству. Каждый год в этот список добавляется 1500 новых адресов. Осталось только выяснить, насколько сами японцы верят в эти суеверия и предрассудки. Проведенный в Токио опрос общественного мнения показал, что 29,5% опрошенных твердо уверены в существовании потустороннего мира, 40,9% предпочитают верить в это, даже не обладая достаточными к тому доказательствами, остальные прагматики, но их менее 30%. 4. Свидание с призраком. История о появлении в зеркалах призраков умерших накопилась столько, что вряд ли сыщется человек, который не слыхал хотя бы одну из них. Целую коллекцию подобных случаев оставило после себя общество психических исследований, активно работавшие в Англии в конце XIX – начале XX веков. А вот что произошло сравнительно недавно с 23-летней жительницей Мюнхена Кларой Райтс. Вернувшись с прогулки, она стала приводить себя в порядок перед зеркалом. И вдруг с изумлением обнаружила, что из зеркала на нее пристально смотрит какой-то смутно знакомый мужчина. Клара резко обернулась, но рядом никого не было. Девушка осмотрела всю квартиру, никого. Вечером за чаем она решила рассказать об этом матери, и вдруг вспомнила, чье лицо видела в зеркале. Это был дядя Генрих, который несколько лет назад уехал в США. Объяснить странную, так сказать, галлюцинацию мать с дочерью не могли и решили сообщить о ней заокеанскому дядюшке, но не успели. На следующий день пришла телеграмма, в которой извещалось о его внезапной кончине. Стоит ли уточнять, что дядя Генрих умер именно в тот момент, когда Клара увидела его в зеркале? Многочисленные рассказы о появлении в зеркалах умерших заинтересовали Реймонда Муди, ученого, рискнувшего начать систематическое изучение посмертных состояний. Психиатр решил подтвердить или опровергнуть расхожие мнения об удивительных свойствах зеркал. Чтобы пойти на такой шаг, требовалось немалое мужество. Ведь на карту ставился научный авторитет Муди. Вот что об этом говорил он сам. «Я сказал одному психологу о моих планах исследования и услышал: это угробит твою карьеру. Моя приятельница, интеллигентная женщина, охарактеризовала проект как дурацкий и смешной. И даже запретила говорить о нем в ее присутствии. Для меня ясно,
что за таким отношением стоит желание безопасности. Вместо того, чтобы открыть разум и стараться искать ответы, фундаменталисты лихорадочно идеологизируют проблему, как бы защищая себя от сомнений и неопределенностей. Они отказываются признавать, что существуют тонкости человеческой психики, о которых мы знаем очень мало. Более 10 лет Муди занимался серьезными исследованиями в области, так сказать, зеркального ясновидения. Первое, что он сделал, превратил верхний этаж своей старой мельницы в Алабаме в нечто похожее на психомантеум древнегреческих оракулов, куда люди отправлялись консультироваться с духами умерших. Так сказать, камерой видений служила темная комната с плотными ставнями и шторами. На одной из стен комнаты было закреплено большое зеркало. В метре от зеркала располагалось легкое и удобное кресло. Его можно было отрегулировать так, чтобы макушка головы находилась почти на уровне нижнего края зеркала, на высоте около метра от пола. Кресло было немного отклонено назад. Это делалось не только для удобства, но и для того, чтобы пристальный, так сказать, глядетель не видел в зеркале своего отражения. Угол наклона кресла обеспечивал ясный обзор зеркала, которое отражало только темноту позади экспериментатора. Это глубокое пространство темноты создавалось черной бархатной тканью, окружавшей зеркало и экспериментатора, и кресло. Внутри этой камеры видений, непосредственно за креслом, помещался небольшой светильник из окрашенного стекла с лампочкой в 15 Вт. Только эта лампочка и освещала комнату. Простая, едва освещенная комната, затемненное окружение, ясная глубина зеркала – все это, по мнению Муди, было идеальной внешней средой для созерцания. Муди решил сделать исследования максимально объективными. Он разработал ряд критериев, которым должны были удовлетворять участники экспериментов. Во-первых, это должны быть люди зрелые, непредвзятые, интересующиеся человеческим сознанием. Во-вторых, во избежание отрицательных реакций на опыты они не должны иметь умственных или эмоциональных расстройств. В-третьих, они должны быть скрупулезны и уметь точно выражать свои мысли. И в-четвертых, никто из них не должен иметь склонности к оккультной идеологии, ибо это могло серьезно усложнить анализ результатов. Вначале Муди из своих знакомых отобрал 10 человек. Это были студенты, адвокаты, психологи, медицинские работники. Каждого из них Муди детально ознакомил с проектом, пояснив, что нужно попытаться вызвать призрак личности, с которой подопытный был близок и которую был бы рад снова увидеть. А кроме того, доктор попросил добровольцев подобрать несколько памятных вещей, принадлежавших умершему и напоминающих о нем. Днем подопытный готовился, рассматривал фотографии, трогал памятные вещи, вспоминал. А с наступлением сумерек его отводили в камеру видений, предлагали расслабиться, освободить свой мозг от всего, кроме мыслей об умершем, и лишь после этого начать пристально вглядываться в зеркало. Время пребывания в камере не ограничивалось, но в соседней комнате всегда находился ассистент, готовый оказать любую помощь. После сеанса с подопытным долго и подробно беседовали. До начала исследований Муди полагал, что привидения увидят очень немногие, возможно, 1 из 10, да и те будут сомневаться, произошло ли свидание в их уме или в действительности. Однако из 10 участников ровно половина увидели умерших родственников. Что же явилось в зеркальной комнате тем, кто рискнул проникнуть в, так сказать, мир, откуда ни один не возвращался? Одним из первых добровольцев был мужчина, занимавший высокий пост в Нью-Йоркском Сити-банке, чуть старше 40 лет, никогда не страдавший психическими расстройствами. Он хотел увидеть свою мать, умершую год назад, по которой очень тосковал. Выйдя из комнаты видений примерно через час, он сказал Муди: «Вне всякого сомнения, личность, которую я видел в зеркале, моя мать. Я не знаю, откуда она пришла, но уверен, что видел реальную личность. Она смотрела на меня из зеркала. Выглядит она более здоровой и счастливой, чем в конце своей жизни. Ее губы не двигались, но она говорила со мной, и я ясно слышал ее слова. Она сказала: «У меня все прекрасно». А вот что рассказал хирург,
желавший увидеть мать, умершую в 1968 году. Когда я взглянул в зеркало, по нему прошла как бы пелена, дымчатая субстанция. Затем из этой пелены стала формироваться фигура, сидящая на какой-то софе. Вначале я видел лишь общий контур, никаких деталей. Затем, может быть, через минуту стали проявляться некоторые черты. Они не появлялись сразу целиком. Они больше походили на компьютерные картинки, которые вы видите по телевизору. Лицо как бы наполнялось сверху вниз, и скоро я понял, это мама. «Как ты?» – спросил я. Ее губы не двигались, но ментально мы были связаны. «У меня все хорошо, и я люблю тебя», – ответила она. Я задал еще вопрос. «Было больно, когда ты умерла?» «Вовсе нет. Переход к смерти легок». Я задал ей, наверное, вопросов 10, а затем она растаяла. Я был очень растроган. Подобных рассказов немало. Они во многом схожи. И главное, что их объединяет, это твердая убежденность, так сказать, психонавтов в реальности встреч с умершими. Вот типичные высказывания. Я не знаю, чем это вызвано, но знаю точно, что видел свою маму. Случившееся не было воображением. Оно было реальностью. Он был в комнате со мной, я знаю это точно. Я видела его голову, грудь, верхнюю часть живота так, как вижу вас. Зачастую умерший человек, явившийся к живому во время сеанса, выглядел не совсем таким, каким помнился. Он не был простым слепком памяти. Я ее не сразу узнала. Она умерла очень старой. А здесь была еще молодой. Подчас создавалось впечатление, что покинувшие наш мир не только продолжают свое существование, но и развиваются, эволюционируют, приобретают какой-то новый опыт. Все участники экспериментов утверждали, что активно общались с умершими. Правда, в этом общении были довольно любопытные различия. Одни говорили, что разговаривали без слов, мысленно. Другие, а их было около 15%, слышали голос. Некоторые явственно чувствовали прикосновение. Эти индивидуальные моменты психологами, в том числе и Муди, пока не исследованы, но некоторые предположения напрашиваются сами. Скорее всего, зрительные образы более свойственны так называемым визуалам, людям, мышление которых специализируется в основном на зрительном внутреннем опыте. Слуховые феномены, видимо, характерны для аудиалов. А прикосновения ощущают кинестетики, в мышлении которых доминирует опыт движений и прикосновений. Есть и другие различия. Так, кто-то был уверен, что наблюдал умерших за зеркальной плоскостью. Кто-то чувствовал, что сам на какое-то время уходил в зазеркалье. Примерно 10% участников были уверены, что призраки выходили к ним в комнату из зеркала. Можно предположить, что эта разница вызвана разным психотипом людей, интроверсивным или экстраверсивным. Прослышав об экспериментах Муди, к нему стали приходить самые разные люди. И большинство из них на самом деле побывали там, куда стремились, в мире ином. Но далеко не всегда видели там тех, с кем хотели встретиться. Около четверти подопытных увидели совсем не тех, кого ожидали. Получалось, как в реальной жизни. Идешь в определенное место, точно зная, что N всегда бывает там, и не застаешь его. Зато встречаешься с тем, о ком и не думал. Так происходило и у психонавтов Муди. Долго готовятся, мысленно прокручивают будущий разговор, и вдруг встреча срывается, или на нее приходит кто-то другой. Не потому ли, что ты к ней не готов? Или просто опоздал? Или сработали какие-то другие, независящие от тебя причины? И не подтверждают ли эти факты, что так называемый мир иной – это не плод нашего воображения, что он живет своей жизнью, мало завися от нашего сознания, воли и желаний? Свидетельства достойных доверия людей – это, конечно, немало, однако дотошный Муди решил испытать все на себе. Им двигало не просто любопытство. Его смущало, что подопытные были абсолютно уверены в реальности своих встреч. Доктор психологии был убежден, что сумеет доказать, видение в зеркалах не более чем, так сказать, картинки собственного производства. Если подобный опыт будет и у меня, я не позволю одурачивать себя утверждением о его реальности. С таким настроением Муди приступил к эксперименту.
Не меньше часа психиатр провел перед большим зеркалом в надежде увидеть свою бабушку по матери и не увидел ничего. Однако позднее свидание все же состоялось. Потребовалось некоторое время, вспоминает Муди, должно быть меньше минуты, прежде чем я опознал женщину как мою бабушку по отцу, которая умерла несколько лет назад. Я, помнится, поднял руки к лицу и воскликнул: «Бабуля!». Появление этой бабушки было полной неожиданностью для Муди, так как эта бабушка была недоброжелательной и эксцентричной. Но теперь она стала иной. Я ощущал исходившее от нее тепло и любовь, эмоциональность и сострадание, и это было выше моего понимания. Она определенно была с юмором, и вокруг нее разливались тихий покой и радость. Муди общался с ней долго, по его ощущениям несколько часов. И это событие буквально перевернуло его понимание действительности. Под конец жизни он заявил: «Опыт привел меня к твердому убеждению. То, что мы называем смертью, не есть конец жизни». Профессиональный психолог так и не смог доказать, что свидание с призраками – иллюзия. Если я посчитаю свое свидание галлюцинацией, тогда я должен считать галлюцинацией и всю мою жизнь тоже. 5. Партия с мертвецом. Несколько десятков лет назад два гроссмейстера, Виктор Корчной и Геза Мородце, встретились за шахматной доской. Ничего особенного в этом поединке не было бы, если бы не одно обстоятельство: Геза Мородце скончался в 1951 году. Шахматные судьбы участников этой необычной партии во многом схожи, оба считались одними из лучших, но звание чемпиона мира завоевать так и не смогли. Виктор Корчной родился в 1931 году в Ленинграде, пережил блокаду. Шахматами стал заниматься в возрасте 13 лет. Окончил исторический факультет ЛГУ, однако шахматам не изменил, участвовал в серьезных турнирах, в итоге вошел в советскую шахматную элиту. Виктор Корчной 4 раза становился чемпионом Советского Союза, в составе сборной СССР 6 раз завоевывал золото шахматных олимпиад. В 1976 году, после международного турнира в Амстердаме, он отказался возвращаться на родину и поселился в Швейцарии. Разумеется, ввиду подобного демарша имя Корчного было вычеркнуто из истории советских шахмат, его лишили звания заслуженного мастера спорта. Советские шахматисты бойкотировали турниры, в которых принимал участие Корчной. Тем не менее, Корчному еще как минимум дважды было приковано внимание советской общественности: в 1978 и в 1981 годах, когда он встречался с Анатолием Карповым в матчах за звание чемпиона мира. Правда, тогда в спортивных новостях его именовали не иначе как претендент. Оба матча Корчной Карпову проиграл. Теперь о сопернике Корчного. Мородце родился в 1870 году в Сегеде в Австро-Венгрии. Играть начал в 15 лет. Получив образование математика и инженера-технолога, принимал участие во многих шахматных турнирах. Был известен прежде всего как шахматист оборонительного стиля и мастер эндшпиля. Умер в Будапеште в 1951 году, за 34 года до начала матча с Виктором Корчным. Идея проведения этой необычной партии принадлежала доктору экономических наук из Швейцарии Вольфгангу Айзенбайсу. Именно он обратился к Корчному с предложением помериться силами с кем-либо из ушедших гроссмейстеров. Корчной посмеялся и сказал, что идея безумна, но поскольку все шахматисты немного не в себе, он согласен. На вопрос Айзенбайса, с кем бы Виктор хотел встретиться за шахматной доской, Корчной ответил: со вторым чемпионом мира, кубинцем Хосе Раулем Капабланкой, советским шахматистом эстонского происхождения Паулем Керрисом или венгром Гезой Мородце. Проводником в потусторонний мир стал давний знакомый Айзенбайса Роберт Роландс, музыкант, а по совместительству медиум, владевший техникой автоматического письма в состоянии транса. Айзенбайс остановил выбор на Роландсе не только потому, что неплохо его знал. Во-первых, медиум ровным счетом ничего не смыслил в шахматах, потому подыгрывать мертвецу никак не смог бы. Во-вторых, Роландс согласился участвовать в эксперименте совершенно бесплатно. Кстати, Корчной
За участие в партии Смородце тоже не получил ни франка. Через неделю Роланс сообщил Айзенбайсу, что найти в потустороннем мире Капабланку и Керриса ему не удалось, а вот Мародце обнаружен и готов к игре. Эксперимент стартовал. «Я Мародце Геза», писал дух знаменитого шахматиста рукой медиума, при первом контакте. «Я приветствую вас. Венгру достались белые, и он сделал ход. Правда, прежде выразил озабоченность по поводу своей формы, ведь он не тренировался много лет. Разумеется, устроителю партии было небезынтересно узнать, почему Мародце согласился снова сесть за шахматную доску. «Я буду в вашем распоряжении по двум причинам», записал за венгром Роланс. «Я хочу помочь человечеству убедиться в том, что смерть не конец, разум отделяется от физического тела и живет в новом мире, в других измерениях». Второй причиной он назвал желание прославить свою родину Венгрию. Меж тем, партия входила в решающую стадию. Роланс передавал ходы Мародце Айзенбайсу. Тот информировал о них Корчнова. Об ответном ходе Виктор сообщал устроителю игры, тот звонил медиуму. Играли, мягко говоря, неспешно, то Мародце был, так сказать, не в духе, то его оппонент уезжал на очередной турнир. После 27-го хода Корчной так прокомментировал партию. «Тот, с кем я играю, начал не совсем уверенно, и его игра старомодна. Но я должен признаться, что не гарантирую свою победу». Противник компенсировал недостатки дебюта сильными решениями в конце игры. В эндшпиле проявляются способности игрока, и мой загробный соперник играет очень хорошо. Разумеется, доктору Айзенбайсу было не столько важно выявить победителя, сколько соблюсти чистоту эксперимента. Он знал, что так или иначе его обвинят, если не в мошенничестве, то в попытке соорудить дешевую сенсацию. Именно поэтому он привлек к игре в качестве независимого наблюдателя директора Тихоокеанского института психоневрологии доктора Непи. Профессор, помимо всего прочего, был сильным шахматистом. Проанализировав ход партии, эксперт резюмировал: предполагаемый Мародце вначале действовал на уровне мастера, но затем его игра стала соответствовать гроссмейстерской. Нерешительный дебют, возможно, был результатом использования Корчным новых теоретических идей, разработанных уже после смерти соперника. Но самое главное, профессор Непи был абсолютно уверен, что ни Роберт Роланс, ни его знакомые не могли имитировать игру Мародце, поскольку для этого надо было много лет заниматься шахматами на самом высоком уровне. Использование с той же целью компьютера было также исключено, так как машина не смогла бы столь тонко смоделировать стилистическую индивидуальность Мародце. Заключение эксперта Айзенбайсу показалось мало, и он через медиума попросил покойного гроссмейстера поделиться подробностями своей жизни. Мародце принял затею благосклонно и выдал автобиографию аж на 40 страницах. Тут-то и начались настоящие чудеса. Дух венгерского гроссмейстера сообщил подробности, о которых никто, кроме Гезы Мародце, знать не мог. Так, например, он рассказал о партии, сыгранной им в 1930 году в Сан-Ремо с неким Роми. Названный человек более не фигурировал ни в одном протоколе шахматных соревнований, хотя против Мародце играл блестяще. Прежде всего, впоследствии вспоминал Айзенбайс, Мародце отметил, что имя человека, с которым он играл в Сан-Ремо, пишется с буквой «H» на конце. Далее Мародце рассказал: «В школьные годы у меня был друг Ромих, который однажды обыграл меня в шахматы. Я относился к нему с большим уважением, но потерял из виду на многие годы. И вот десятилетия спустя мы неожиданно встретились на турнире в Сан-Ремо и сыграли одну из интереснейших в моей жизни партий. В ходе игры наступали моменты, когда признать мое поражение были готовы не только те, кто следил за ходом партии, но и я сам, по натуре прирожденный оптимист. Но в какой-то миг в голову мне пришло верное решение, и я выиграл. Так я взял реванш за ту давнишнюю школьную партию. По итогам турнира победителем стал Олехин, я занял 9-ю строчку, а мой друг 16-ю. Сохранились и воспоминания Роберта Роланса о том, каким образом он общался с духом покойного гроссмейстера. Я оказывался в двух разных состояниях. Первым было привычное для меня трансовое состояние, когда Мародце писал моей рукой. Второе же было абсолютно новым.
Мороцци обдумывал свои возможные ходы. Он обращался ко мне и затем показывал различные варианты развития партии. Я сидел перед шахматной доской, а Мороцци демонстрировал моему внутреннему взору, как бы он мог передвинуть фигуры. При этом мне были полностью понятны все рассуждения гроссмейстера, хотя я ни разу в жизни не играл в шахматы. Поединок Мороцци и Корчнова завершился 11 февраля 1993 года. Венгерский гроссмейстер признал свое поражение на 48-м ходу. На тот момент у него были король и 2 пешки, у Корчнова король и 3 пешки. В общей сложности игра длилась 7 лет и 8 месяцев. Журналисты и историки шахмат уже готовились выведать у главного действующего лица этой истории медиума Роберта Роланса детали общения с Гезой Мороцци. Увы, надеждам этим не суждено было сбыться, так как 2 марта 1993 года Роланс скоропостижно скончался. Могло ли стать причиной смерти длительное общение с потусторонним миром, неизвестно, ибо дух Роберта Роланса ни разу на связь не выходил. 6. Проклятый стул. Ничто так не будоражит воображение и не щекочет нервы, как все мистическое и потустороннее. Это хорошо уяснил Энтони Эрншоу, владелец паба под названием Басби Ступ из английского города Хаддерсфилд. Именно по этой причине в течение многих лет он не желал расставаться со стулом Басби. Самый обычный с виду предмет интерьера помог питейному заведению обрести известность и набить деньгами карманы хозяина. Редкое место в Англии обходится без собственной легенды. Вот и город Хаддерсфилд, что на полпути из Лондона в Эдинбург, не исключение. Как гласит старинное предание, в 1702 году здесь отправили на виселицу Томаса Басби. Во время драки с фальшивомонетчиком Том так разошелся, что стукнул соперника по голове молотком. В результате тот скончался на месте. Суд приговорил Басби к смертной казни через повешение. Перед тем, как отправить обвиняемого на тот свет, присяжные согласились исполнить его последнее желание. Том попросил стакан виски, который он смог бы осушить в пабе на своем любимом стуле. Его просьбу удовлетворили. Конвой припроводил Басби в паб, где преступнику вручили горячительный напиток и усадили на стул. Убийца опрокинул стакан и заявил: «Любой, кто посмеет сесть в мое кресло, последует за мной на небеса». Вскоре Басби отправился в ад. Люди в те времена были суеверные и боялись испытывать судьбу. В течение десятков лет никто не садился на заговоренный стул. Но однажды в паб заглянул трубочист. В питейном заведении, как назло, не было ни одного свободного места, и трубочист уселся на стул Басби. На следующий день несчастный залез на самую высокую крышу Хаддерсфилда и сорвался. Это была первая жертва злополучного стула, и, увы, не последняя. С той поры утекло много воды. За это время паб успел прославиться на всю Англию. Популярность ему принесли нередкие сорта английского эля, превосходная кухня или визиты знаменитостей, а тот самый проклятый стул Басби. За это время он успел отправить на тот свет немало народу. Одни садились на него случайно, другие ничего не знали о его магических способностях. Хозяева паба много раз менялись, но каждый из них хранил старинный предмет. Несмотря на зловещую репутацию, стул Томаса Басби привлекал в паб множество посетителей. Людям хотелось хотя бы одним глазком посмотреть на роковую вещь. В 1966 году тогдашний владелец заведения посчитал справедливым назвать его в честь Томаса, и с тех пор паб называется Басби Ступ, сутулый Басби. В 1967 году в Хаддерсфилде волей случая оказались 2 военных летчика из Америки и первым делом отправились в знаменитый паб. Иностранцы опрокинули несколько кружек пенного напитка, повеселели и затеяли спор с местными любителями выпить. Пилоты доказывали, что все разговоры о проклятии не более, чем выдумка суеверных англичан. А чтобы уверить британцев в своей правоте, каждый из них по очереди посидел на роковом стуле. На следующий день посетители паба открыли свежую газету и в колонке новостей прочитали страшное известие. После ночного кутежа в пабе приятели сели в машину и покатили в отель,
Но на скользкой дороге автомобиль занесло, и он врезался в дерево. Оба летчика погибли на месте. Посетители паба пришли к заключению, что виной всему напиток, которым американцы изрядно накачались. Но в глубине души каждый знал, что смельчаки бросили вызов проклятию и расплатились за это жизнью. В том же году еще один Фома неверующий пострадал от кресла Тома Басби. Это был сержант армии Великобритании, который не верил ни в Бога, ни в черта. По его мнению, бояться проклятия, которому больше 250 лет, глупо. Чтобы доказать свою правоту, бравый вояка уселся на стул и посмеялся над суеверными завсегдатаями паба, а утром следующего дня скончался в местной больнице. Врачи были в шоке, молодой человек был здоров и никогда не жаловался на недомогание. Следующей жертвой кресла стал молодой строитель, он уселся в кресло по ошибке. Через несколько дней он сорвался с лесов и разбился. Затем на кресло уселась официантка, женщина споткнулась во время уборки зала и случайно присела на краешек. Итог: смерть от рака. К сожалению, скорбный список множился. Все, кто имел неосторожность посидеть на стуле Басби, сводили счеты с жизнью, погибали под колесами автомобиля, принимали смертельную дозу запрещенных веществ, тонули или умирали от тяжелых болезней. Англичане знали, к проклятому стулу не стоит приближаться. А вот досужие туристы не боялись испытывать судьбу. Одна из последних историй связана с 37-летней американкой по имени Энн Коннеллатер. Она откуда-то прознала о проклятом кресле и, путешествуя по Англии, решила заглянуть в Хаддерсфилд специально ради того, чтобы увидеть этот предмет. Оказавшись в пабе, бухгалтер из Америки стала рассказывать посетителям о давней мечте сесть в кресло, чтобы потом дома рассказать друзьям-приятелям о своем подвиге. Как ни уговаривали американку не делать этого, воспрепятствовать ей не смогли. Женщина даже попросила клиентов паба сфотографировать ее, чтобы она могла показать дома снимок. Довольная Энн покинула заведение, чтобы через полчаса погибнуть. Американка разбилась в кабине лифта, у которого лопнул трос. После этой трагедии владелец заведения поставил стул Басби в дальний угол и отгородил его веревкой. На стене поместил объявление, дескать, сидеть на стуле запрещается. И далее следовала легенда о Томасе Басби. Даже после таких предосторожностей дело за очередной жертвой не стало. В следующий раз на стул уселась американка Мэлис Долани. Девушка явилась в паб с компанией, чтобы отметить собственный день рождения. Видимо, пенный напиток сыграл с ней злую шутку. Она так много выпила, что забыла обо всех предостережениях. В разгар веселья Мэлис крикнула, что презирает предрассудки, и ринулась к креслу. Она легко перешагнула через веревку и оказалась на стуле. В зале повисла гробовая тишина. А Мэлис, явно довольная своей выходкой, расхохоталась и осушила новую кружку пенного напитка. Если бы не этот эпизод, можно было бы считать, что вечеринка прошла на ура. На следующее утро друзья Мэлис Долани вспоминали со смехом ее выходку. Но уже через неделю им пришлось лить слезы на ее могиле. Девушка возвращалась в свой хостел на окраине города, когда на темной и безлюдной улице на нее напала стая голодных и разъяренных псов. Мэлис растерзали собаки. Владельцы паба вели свой скорбный учет, проклятый стул погубил 65 человек. После страшной смерти Мэлис Долани, новый владелец питейного заведения Энтони Эрншоу решил, этого достаточно. Он пригласил в паб местного священника Джозефа Мейнуонинга Тейлора для освящения кресла. Пастор сделал свое дело и предложил хозяину избавиться от проклятого предмета. Тони ответил так: «Этот стул немое свидетельство истории, и я не вправе вмешиваться в ее ход. Я считаю своим долгом предупреждать клиентов об исходящей от него опасности, а это уже их право, верить мне или нет». Возле многих водоемов висят таблички, предостерегающие от купания в них, но несмотря на это, находятся те, кто все равно лезет в воду. Однако, поразмыслив, владелец паба решил передать кресло в музей. С тех пор проклятый стул Томаса Басби стоит в городском музее Хаддерсфилда. Доступ к нему перекрыт стеклянной стеной,
благодаря чему никто не имеет возможности испытывать свою судьбу. 7. Привидение Крустпилского замка. Все знают, что у каждого приличного замка с солидной историей должно быть свое привидение. Подобная достопримечательность в разы повышает его привлекательность, не говоря уже о стоимости. Замок Крустпилс в Латвии не исключение. Уже несколько сотен лет Крустпилский замок возвышается на правом берегу Даугавы. За прошедшие столетия он несколько раз был разрушен и отстроен вновь, сменил множество владельцев, был свидетелем и участником множества исторических событий. Замок видел наступление Ивана Грозного и отступление Наполеона, был военным госпиталем для немцев, а затем и советских солдат, служил гарнизоном, школой, домом и даже съемочной площадкой. Невозможно себе представить, сколько человеческих судеб пережил он на своем веку, сколько интриг, трагедий и драм разыгралось в этих стенах. Даже странно, что, имея такую богатую историю, за всю свою жизнь Крустпилс удосужился обзавестись лишь одним призраком, но зато каким. Леди и джентльмены, позвольте представить дама в коричневом. Именно дама в коричневом является главной достопримечательностью и главной обитательницей замка Крустпилс. В основном на нее, как на приглашенную приму из известного театра, и идут сюда люди. А когда оказываются в замке, неизбежно попадают под очарование старых стен. Здесь есть на что посмотреть и что услышать. И вот уже более чем 700-летняя история замка становится не только интересной, но и магической, захватывающей. У Крустпилса, кроме дамы, есть множество других тайн и загадок. Крустпилс – современное название замка, а первоначально строился он как Крицберг, то есть замок креста. Но что это значит? В чертежах этого сооружения нет ничего крестообразного. Оказывается, в 1237 году первый владелец и инициатор строительства рижский епископ Николай Магдебургский велел начертать над входом крест, чтобы уберечь будущих обитателей от сил зла. По другой версии, дорогу темным силам преграждал большой каменный крест, установленный при въезде. К сожалению, ни то, ни другое до наших дней не сохранилось, но надо признать, они достойно выполнили свою миссию, как-никак замок стоит по сей день. Но охраняющий крест появился позже, а вот возведение стен не обошлось без мистики. Легенда рассказывает, что начало строительства сопровождалось серьезной проблемой. Место было выбрано, работа закипела. Но вот беда, сколько бы камней ни положили каменщики днем, на утро все они оказывались разбросанными по округе. Так продолжалось довольно долго, пока строители не поняли, что все это проделки черта. Что только не делали, чтобы от него избавиться, и деньги предлагали, и молитвы ночь напролет читали, и кресты вокруг ставили. Ничто не помогало. Наконец один мудрый, но, судя по всему, не очень гуманный человек, подсказал, чтобы задобрить нечистого, нужно принести ему в жертву человека. Выбор пал на простоватого крестьянина, его напоили до бесчувствия, да и замуровали в фундаменте главной башни замка. И с того момента строительство пошло как по маслу. Судя по всему, сатана принял дар, поскольку препятствий более не чинил, а сама главная башня со временем приобрела славу чудодейственной. На самом ее верху висит колокол желаний, и все, кому есть о чем помечтать, устремляются туда. Все очень просто, чтобы желание исполнилось, нужно опуститься на колени, бросить любую монетку в медный таз и позвонить в колокол. Говорят, результат гарантирован. Рижских епископов из Крустпилса вытеснили рыцари Ливонского ордена, а тех позднее выставили за дверь поляки. Отметились там и русские во время Ливонской войны. Одним словом, замок не раз переходил из рук в руки, пока, наконец, по воле польского короля Стефана Батория не попал в руки барона Николая фон Корфа в 1585 году. Фон Корфы оказались крепкими хозяевами, в их владении замок оставался более 300 лет, аж до Первой мировой войны. Они оставили по себе добрую, хотя и несколько эксцентричную славу. Рассказывают, будто все фон Корфы отличались недюжинным умом, непростым характером и очень любили женщин.
Правда, с женитьбой, как правило, не торопились и до поры до времени предавались развлечениям иного рода, например, заключали пари. Один из фон Корфов как-то поспорил со своим соседом о том, чьи лошади лучше. Никто не хотел уступать. Но фон Корф так разошелся, что заявил, дескать, свиньи мои бегают быстрее твоих лошадей, спорим. Сосед с радостью согласился, предвкушая легкую победу. Фон Корф же, наутро придя в себя, понял, что свалял большого дурака. Но тут его выручила знаменитая фонкорфовская смекалка. Он придумал и осуществил блестящую затею. На протяжении всего маршрута, где должны были проходить состязания свиней и лошадей, он велел развесить волчьи шкуры. Кони, учуяв запах хищников, в страхе шарахались по сторонам и отказывались бежать, а хавронья барона, как ни в чем не бывало, трусили по дорожке и финишировали первыми. В Крустпилсе можно услышать огромное количество интересных историй, а заодно увидеть так называемое зеркало баронессы. На вид ничего особенного, простое зеркало в резной раме на туалетном столике. Однако есть у него волшебное свойство – оно продлевает женщине молодость в глазах ее мужа. Залог успеха состоит в том, чтобы явиться в Крустпилс в день собственной свадьбы и вместе заглянуть в волшебное стекло, пусть новоиспеченный супруг полюбуется молодой женой. Если он увидит ее отражение именно в этом зеркале, то в его глазах она навсегда останется столь же юной и прекрасной, как в день бракосочетания. И стоит ли после этого удивляться, что Крустпилс стал настоящей меккой для молодоженов? Какая женщина не мечтает сохранить вечную красоту и молодость? Пусть даже только для одного мужчины. Тем же представительницам прекрасного пола, кто пока не обзавелся второй половиной, взглянуть в волшебное зеркало также полезно, от кавалеров не будет отбоя. Фон Корфы обычно бывали счастливы в браке, спасибо зеркалу, и жен своих баловали, как могли. Один, например, зная, как его супруга обожает лошадей, купил ей ко дню рождения великолепного коня, а заодно и новую карету. Решил устроить сюрприз. Вот баронесса просыпается, отправляется завтракать, проходит через парадную залу, а там роскошные кареты и конь. Одна проблема – парадная зала, как и спальня баронессы, расположены на втором этаже, куда ведет очень крутая лестница. Но для настоящей любви нет препятствий, особенно когда ты богатый барон со множеством слуг. Карету разобрали и собрали вновь уже наверху, а вот как затащили коня, история умалчивает. Главное же в другом. Сюрприз удался, и пораженная баронесса осталась очень довольна подарком. Увы, далеко не всем возлюбленным фон Корфов так везло. Одного из молодых баронов угораздило влюбиться в девушку-служанку. Настроен он был чрезвычайно решительно – жениться. Семья, разумеется, в панике. Никакие доводы на влюбленного не действовали, откупиться деньгами от девицы также не удалось. Решили вопрос кардинально, заманили девушку в подземелье, еще рижским епископом построенные, и замуровали там. Но совсем избавиться от несостоявшейся невесты не получилось, и с тех пор по ночам она бродит по замку, причем по тому крылу, где раньше располагалась баронская кухня, а ныне находится кафе и бар, гремит посудой, вздыхает. Работники музея говорят, что призрак появляется, как только закрывается дверь за последним посетителем. Вреда никакого не причиняет, разве что современную технику не любит. Компьютеры постоянно сами собой выходят из строя, а потом также непостижимо чинятся, не работают мобильные телефоны, отказывают камеры и диктофоны. Но это все мелочи, на которые даже не стоит обращать внимания. Увидеть даму в коричневом считается хорошей приметой. Говорят, что она сама, счастье в любви не познавшая, с удовольствием приносит его другим. Поэтому ночная экскурсия по подземельям Крустпилского замка пользуется стабильной популярностью. Вдруг повезет, и сама несостоявшаяся когда-то невеста, а сейчас истинная хозяйка замка, пережившая всех своих врагов и недругов, решится устроить чью-то судьбу. А почему бы и нет? 8. Железная рука Гётца фон Берлихингена. Готфрид Гётц фон Берлихинген, 1480-1563, швабский рыцарь, участник крестьянской войны в Германии.
предал крестьян перед решающим сражением в 1525 году. Был известен под прозвищем «Железная рука», так как утратил одну из рук в сражении и позднее вместо нее носил железный протез. За этой краткой справкой скрывается удивительная история человека, в жизни которого магия тесно переплелась с реальностью. Долгое время судьба Берлихингена ничем не отличалась от судеб других рыцарей. С молоду он состоял на военной службе, переходя от одного немецкого князя к другому, любил веселые попойки и не брезговал грабить купцов. В 1504 году, сражаясь во время осады южно-немецкого города Ландсгута на стороне герцога Баварии Альберта IV, 23-летний Берлихинген был задет пушечным ядром. Есть разные мнения насчет того, как это произошло, но так или иначе, увечье было значительным. Некоторые говорят, что ядро попало в меч Берлихингена, в результате чего он нечаянно отрезал свою собственную правую кисть руки. По другой версии, само пушечное ядро оторвало Берлихингену кисть, в которой он держал свое оружие. Искусный ремесленник, железных дел мастер сработал ему руку с 5 пальцами на пружинах, и он смог владеть мечом с тем же искусством, что и прежде. Известность пришла к Гёцу во время крестьянской войны 1524-1525 годов, когда он, увлеченный неистовством восставших крестьян, примкнул к повстанцам и возглавил крупный отряд. Под его умелым руководством крестьянская вольница превратилась в настоящее войско и с успехом сражалась с имперскими войсками. Военную добычу Гёц свозил в свой замок, где и закапывал в потайных местах. По легенде, именно в эти лихие годы рыцарь и заключил договор с нечистой силой. В этом ему помогла некая черная женщина, находившаяся в его отряде. Она заговаривала повстанцев от копий, пуль и мечей. Для проведения своих ритуалов колдунья использовала жир убитых врагов, чаще всего дворян, который добывала, вспарывая убитым животы. Берлихинген проводил в ее палатке много времени, и кто знает, может быть, именно там рука Гёца обрела свою страшную силу. Современники Гёца считали, что это был не просто искусно сделанный протез, а живое существо, наделенное магической силой и защищающее своего хозяина лучше любого телохранителя. Дар сатаны невозможно было потерять, он всегда возвращался к своему владельцу. 2 года по всей Германии шли кровопролитные бои, пока весной 1525 года военное счастье не начало склоняться на сторону правительственных войск. Тогда Берлихинген вступил в закулисные переговоры с командующим имперской армией и выторговал себе амнистию в обмен на предательство. В последовавшей вскоре битве крестьяне, оставшись без предводителя, потерпели страшное поражение, а Гёц спокойно отбыл домой и занялся любимым делом – разбоем. Гёц прожил богатую приключениями и опасностями жизнь, но его бы наверняка давно позабыли, если бы не таинственная железная рука. Об адской перчатке Берлихингена сложено много жутких легенд, суть которых сводится к следующему изложению. Как-то он находился по делам службы в городе Гент, Бельгия, входившем в XVI веке в состав Священной Римской империи, где правила германо-испанская династия Габсбургов. Однажды вечером Гёц отправился в трактир. Выпито было, наверное, целое море, потому что рыцарь потерял свой любимый протез. Протрезвев на следующее утро, Берлихинген был очень мрачен и испуган. Прогнав слуг, заперся в одиночестве. Телохранители и прислуга говорили потом, что долгое время из комнаты Гёца доносились странные звуки, слышались голоса, а сквозь щель под дверью пробивалось мертвенно-голубое сияние. Гёц вышел из комнаты бледный и изможденный. Он вызвал к себе командира городских стражников и, назвав ему адрес некоего дома, велел отправляться туда за потерянной железной рукой. Солдаты обнаружили знаменитую руку своего командира, спокойно лежащей на столе, а рядом мертвых пожилых супругов, бывших владельцев дома. Причем у обоих на горле явственно запечатлелись синяки, свидетельствующие об удушении. Говорили, что раз в месяц, в полнолуние, железная рука покидала жилище Берлихингена и возвращалась только под утро.
Рыцарь не видел этого ни разу, так как каждый раз крепко спал. Правда, иногда Гёцу приходилось смывать со своего протеза неизвестно откуда взявшуюся запекшуюся кровь. До сих пор немецкие крестьяне рассказывают о том, как, разъезжая по Германии, Берлихинген отыскивал места древних языческих капищ, производя там раскопки и совершая странные мистические церемонии. Шло время. Тяготы жизни и подступающая старость постепенно давали о себе знать. Берлихинген удалился в свой замок Харнберг, расположенный неподалеку от города Байрейт, где и умер в возрасте 82 лет. После смерти хозяина адская перчатка пропала, никто из тщеславных рыцарей и черных магов не смог отыскать ее, пока она не была обнаружена археологами в развалинах монастыря Фейласдорф, Германия, в 70-х годах XIX века. И была она именно такой, как о ней рассказывали легенды. Великолепно сделанный железный протез человеческой руки представляет собой поистине чудо механики того далекого времени. Похожий на крюк большой палец протеза неподвижен, а другие 4 пальца приспособлены для попарного движения. Каждая пара пальцев, безымянный и мизинец, указательный и средний, может последовательно закрепляться в 4 различных положениях, что дает инвалиду возможность прекрасно управляться с предметами. Делается это с помощью рычажка, расположенного на запястье. Ныне железная рука рыцаря хранится в музее города Исфельд. Сюжет с железной рукой Берлихингена неоднократно обыгрывался в литературных произведениях. Иоганн Вольфганг Гёте написал драму «Гёц фон Берлихинген» с железной рукой, а Карл Маркс упоминал его в работе «Крестьянская война в Германии». Однако самая запоминающаяся сцена произошла с Берлихингеном в реальной жизни, когда он находился в осажденном замке Икстхаузен. Получив приказ сдаться, рыцарь ответил «Эрабер, секс ихм, эркен мич аемарс клекен», что буквально означает «скажите ему, что он может поцеловать меня в задницу». Эта редкая в то время фраза сейчас известна среди немцев как швабское приветствие. Эти слова высечены под мемориальной доской с барельефом Берлихингена, расположенной в Вейзенхайме. На барельефе Берлихинген прижимает к сердцу свою железную руку, размышляя, у кого бы отобрать побольше денег, особо не напрягаясь при этом. 9. Как полиция ловила домового в Сарагосе. В свое время этот случай стал сенсацией, рассказы о событиях публиковали газеты всего мира, даже в СССР. В испанском городе на кухне звучал таинственный голос, который вызвал беспорядки на улицах и расследование полиции. Утром 27 сентября 1934 года жильцы дома на улице Гаскон де Готер в городе Сарагоса, Испания, были разбужены громким смехом. Изумленные люди стали выглядывать из окон, а потом вышли на лестницу, но там никого не было. Вскоре доносящийся непонятно откуда смех затих. С тех пор жильцы не раз слышали по утрам странные звуки, но перестали обращать на них внимание. Одну из квартир 2-го этажа занимали Антонио Палазон с женой и дочерью. У них работала служанка 16-летняя Мария Паскуэлла. Утром 14 ноября она пожаловалась хозяйке, что на кухне слышен мужской голос. Изабель Палазон сначала ей не поверила, но на следующий день сама его услышала. Когда служанка захлопнула дверцу дровяной плиты, оттуда донеслось «Ай, больно, больно». Изабель и Мария пригласили на кухню соседей, чтобы проверить, не мерещится ли им все это. Соседи услышали рассерженный мужской голос, идущий из дымохода. Он особенно интересовался служанкой, называл ее по имени и громко смеялся. Дымоход проходил через 8 квартир и шел на покатую крышу, где трудно спрятаться, а выход на нее с чердака надежно запирался. Антонио обратился в полицию. Когда прибыли полицейские, голос звучал по-прежнему отчетливо. Офицер полез в плиту кочергой, пытаясь нащупать источник звука. Вдруг оттуда донесся крик: «Ну ты и козел! Больно же!» Полицейские обыскали дом снизу доверху, а потом отключили его от электричества, заподозрив, что где-то спрятан радиопередатчик. Но голос остался. Один из полицейских спросил: «Ты хочешь денег? Может, тебе нужна работа?» «Нет»,
«Чего же вы хотите, сеньор?» «Ничего не хочу. Я не сеньор. Я вообще не человек». После этого короткого диалога невидимка замолчал. На следующий день полицейские привели в дом архитектора и нескольких рабочих с инструментами. Дом как следует проверили, но потайных комнат не нашли. Рабочие срезали все антенны на крыше и вырыли канаву по периметру дома, пытаясь найти неучтенные в чертежах провода. Потом они вскрыли пол в кухне у Палазона. Голос вежливо и иронично отпускал комментарии. Когда архитектор распорядился пробить дыру в дымоходе и измерить его ширину, Голос сказал: «Не трудитесь, размер дымохода ровно 20 сантиметров», и оказался прав. Пока шло дознание, около дома стали собираться зеваки. Толпа перекрыла улицу. Голос продолжал вещать. Когда кто-то выключал свет на кухне, он кричал: «Включите мне свет! Я ничего не вижу!» Воспользовавшись ажиотажем, несколько студентов задумали пошутить над зеваками и полицией. Они подкупили владельца бара, находившегося на первом этаже дома, и по черной лестнице поднялись на чердак. Там они облачились в простыни, взяли в руки фонари и вышли на крышу, изображая привидений. Толпа бросилась к дому, началась давка. Полицейские поставили посты у обеих лестниц на чердак, и шутники оказались в ловушке. Розыгрыш обошелся участникам в 50 песет штрафа. 24 ноября власти пошли на беспрецедентные меры. Все жильцы были выселены, а толпу на улице разогнали дубинками. Со всех сторон дом оцепили десятки полицейских и добровольцев, не подпуская никого ближе 30 метров. Внутрь вошли доктора, психологи и священник, окропивший кухню святой водой. Словно в отместку, Голос стал говорить еще больше. Всласть поиздевавшись над учеными, невидимка заявил, что присутствующие не стоят его внимания. Наступила тишина. Через 2 дня комиссар полиции Перес де Сото объявил на пресс-конференции, что голос больше не звучит. Жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. Передышка оказалась временной. Вечером 28 ноября голос раздался снова. На этот раз, так сказать, домовой был явно не в духе. «А вот и я. Трусы. Вы трусы. Я убью всех жителей этого проклятого дома». Угрозу восприняли всерьез. За 2 дня до того, когда комиссар заявил журналистам, что голос умолк, спириты организовали сеанс. В дом их не пустили, и они устроились по соседству, пытаясь вызвать так называемого духа с улицы Гаскон-де-Готер. Медиум Асунсьон Альварес вошла в транс, но не успела произнести ни одного слова и рухнула лицом вниз. Врачи, поспешно вызванные на помощь, смогли лишь констатировать смерть сеньоры Альварес. Другой причиной для страха стала сделанная в подвале дома жуткая фотография, которую вы можете видеть на экране. В правом углу прохода запечатлелось что-то похожее на очень некрасивое лицо, выглядывающее прямо из стены. Скептики объявили его игрой света и тени. Спириты утверждали, что похожие лица могут создаваться из эктоплазмы, вязкой субстанции, вытекающей из тела медиума, во время контакта с потусторонним миром. Антонио Палазон решил, что с него хватит, и уехал с семьей из города. В квартире осталась испуганная Мария. Полиция пришла к выводу, что она не имеет никакого отношения к происшествию. Когда ее уводили из кухни, голос продолжал разговаривать из печи. В обсуждении загадочных событий на улице Гаскон-де-Готер приняла участие и советская пресса. Приглашены 3 сыщика из Скотланд-Ярда, писала газета «Советская Сибирь». В город съехались корреспонденты, кинооператоры и паломники из всех стран. Барселонская радиовещательная станция попросила у хозяев разрешения поставить в кухне микрофон. Толпа у дома стала еще плотнее. 30 ноября губернатор провинции Сарагоса Атера Мирелис по радио призвал людей разойтись, но его обращение вызвало обратный эффект. Примерно так же отреагировали журналисты на просьбу больше ничего не писать о домовом, чтобы сбить накал страстей. Епископ Барселоны обратился к пастве с проповедью, в которой говорил о последних временах и чудесах перед светопреставлением. Луис Фернандо, новый прокурор, старого уволили за то, что допустил беспорядки, взял дело в свои руки.
3 декабря он выпустил заявление для прессы. В нем говорилось, что источником голоса оказалась служанка, изображавшая его при помощи бессознательного чревовещания. Сама Мария якобы не осознает, что чревовещает, так как впадает в состояние транса. Прокурор говорил: «Я лично увидел, в чем дело. Наши эксперименты ясно доказали, что голос является психическим феноменом, который происходит только при определенных условиях. С научной точки зрения этот феномен не представляет интереса, так как подобные случаи известны в истории медицины. Поскольку девушка не может его контролировать, ее не станут привлекать к ответственности». Врачи пытались возразить, но им сказали, что главная задача медицины – помощь в восстановлении порядка. Психиатр Хоакин Химена Риера записал в дневнике: «Учитывая, как развиваются события, лучшее, что я смог сделать, это посчитать дело завершенным и промолчать». Все понимали, что служанку просто подставили, голос звучал как при ней, так и в ее отсутствии. Когда дом временно расселили, отсутствие девушки не мешало домовому доводить исследователей до белого коленя своими комментариями. Несчастная Мария не была арестована, но угрозы и осуждающие взгляды людей заставили ее покинуть город. Поскольку семья Палазон отказалась вернуться, хозяин дома расторг с ней договор аренды. В опустевшую квартиру въехал некий Грихальва Торре с супругой и детьми. Он, конечно, знал о происшедшем, но верил, что тайна домового раскрыта. Однако не прошло и нескольких дней, как голос снова зазвучал. Он никому не угрожал и развлекал многочисленных детей Торре. 4-летний Артуро подружился с невидимкой и разговаривал с ним часами напролет. Артуро Грихальва, уже будучи взрослым человеком, вспоминал: «Домовой обожал загадывать и отгадывать загадки. Однажды отец спросил, сколько человек живет в квартире, и домовой ответил: 13. «Ты ошибся, нас 12, обрадовался отец. Домовой на это закричал: «А вот и нет, вас 13. Когда отец снова всех пересчитал, оказалось, что голос прав. В первый раз он забыл сосчитать новорожденного. Полиция продолжала негласно наблюдать за квартирой. Офицеры вскоре узнали о необычной дружбе между мальчиком и потусторонним существом. Когда они приносили в кухню очередной прибор и хотели слышать домового, присутствие Артура неизменно развязывало ему язык. В январе 1935 года голос умолк навсегда. Жители Сарагосы до сих пор помнят о событиях, потрясших город. В 1977 году на месте снесенного дома, где звучал загадочный голос, построили современное здание. Оно получило официальное название «Здание домового». 10. Проклятие обезглавленной монахини. В 1910 году майор французской армии Жак Форе нашел клад бесценный не только в денежном эквиваленте, но также в историческом и художественном. Речь идет о сокровищах отца-основателя Квебека Сэмюэля Шамплина, которые он в 1627 году спрятал в песках на побережье, поблизости от Мельничной бухты. Годом позже, приостановив свои полномочия губернатора Новой Франции, Шамплин отбыл на родину, в Марсель. В 1633 году он вернулся, чтобы продолжить правление и забрать добро, добытое опасными трудами. Как ни пытался он поднять окованные железом сундуки, ничего так и не получилось. Позже он досадовал: «Я видел их блестящие крышки, но на беду воды прибывало так много, что ее невозможно было вычерпать, а зыбкий песок не позволял, укрепившись, устоять на краю ямы. При смещениях песок к тому же пел и светился, наводя зловещее видение. Работать моим суеверным солдатам стало невозможно, и они трусливо сбежали. Остается мне, замолив грехи, утроить усердие, чтобы поднять то, что позволит жить, не нуждаясь в соответствии с моими заслугами». О каких заслугах говорил Сэмюэль Шамплин, скончавшийся в 1635 году и так и не поднявший клад? Наконец, что из себя представлял этот клад? Ответы содержатся в хрониках становления Канады, изданных в середине XIX века. Не дождавшись обещанных французским королем средств на содержание гарнизона для развития ремесел и пропитания колонистов Квебека,
Шамплин занялся пиратским промыслом, нападал на испанцев и англичан. Когда часть комнат его дома была завалена золотом, жемчугами, чистейшими бриллиантами, творениями ювелиров, он набеги прекратил. По тем временам, вероятно, в морских разбоях не было ничего предосудительного. То, что грабил и убивал сам губернатор, не осуждалось. В глазах колонистов их опекун Шамплин был мужем отважным, справедливым, пекущимся о том, чтобы, беря из награбленного, платить нуждающимся. Более того, когда губернатор, временно оставив пост, отбыл во Францию, никто не посягнул на сокровища. Сокровища к тому же сами себя защищали, оберегали сверхъестественным образом, впервые проявившимся при закапывании клада. Дело в том, что когда солдаты опускали драгоценные сундуки в мокрые песчаные траншеи, поблизости появилась молодая женщина. Адъютант губернатора Анри Шеври, дабы наказать любопытство, саблей снес незнакомке голову. Узнав в убитой настоятельницу Квебекского монастыря, Сюзанну Орли, Шамплин велел закопать офицера вместе с сундуками. Настоятельницу похоронили неподалеку от скал Мельничной бухты. О происшествии решили помалкивать. На песках же начала твориться бесовщина, да такая, что колонисты толпами наведывались туда, как в театр. Созерцали огненный парусник или огненную женщину. Дерзнувшие приблизиться к привидению либо вскоре теряли рассудок, либо погибали в пожарах. Удачливый кладоискатель Жак Форе рассказывал: получив правительственный патент и установив на понтоны землеройный снаряд, мы принялись выбирать песок, работали даже ночью. Первым пострадал мой компаньон, инженер Малькольм Пруст, захлестнутый оборвавшимся канатом. Второе несчастье случилось с моим племянником, лейтенантом Мишелем Шассеном, который, руководя работами в мое отсутствие, часто наблюдал сильнейшее свечение песка, из которого вырастали миражи. Стоя на вахте в паре с машинистом землеройки, я тоже слышал посвист песков, тоже видел, как из-под черпаков выбивается мертвенно-холодное пламя. Когда я увидел колышущуюся светящуюся фигуру, то с отчаянием заметил, как один из черпаков отрывается и сбивает с ног лейтенанта Шассена. Тот скончался мгновенно. Из тройки, затеявшей предприятие, невредимым остался только я, и довел задуманное до конца, внушая работникам, что надо быть очень осторожными. Пески при соприкосновении с инструментами землеройки светятся. Это совершенно не согласуется с принципами физических наук. Однако и по прошествии десятилетий объяснения причин череды смертей на месте раскопок не было. Из 15 человек, работавших на землеройном снаряде, 8 ушли в мир иной. Все эти смерти пришлись на темное время суток, сопровождались, так сказать, пением и свечением песков. Грузовик, доставлявший рабочих к землеройке, почему-то съехал с идеальной дороги и свалился с обрыва в воду бухты. 4 молодых мужчин утонули. Давая показания в полиции, Жак Форе упрямо стоял на том, что все трагические происшествия – это следствие пресловутых человеческого и техногенного факторов. Позже мнение его изменилось и свелось к тому, что пляжи Мельничной бухты непригодны для пребывания, отдыха и работы, так как аномально и пагубно влияют на психику. 21 августа 1910 года, так сказать, омытый кровью губернаторский клад перешел в собственность канадского правительства. Майор Форе и оставшиеся в живых его помощники, получив вознаграждение, разъехались. Кое-что из сокровищ можно увидеть в экспозиции Квебекского музея искусств. Остальные ценности хранятся в казначействе. У Мельничной бухты продолжались световые феерии. Исправно появлялся призрак обезглавленной монахини, которому уже нечего было охранять. В 1922 году газета «Парижский курьер» опубликовала подробный отчет о приключениях Жака Форе в Квебекских дюнах, выразив сожаление, что этот патриот, предприниматель, смельчак, внезапно разбогатевший в, казалось бы, сомнительных начинаниях, скончался от сердечного приступа в клинике для душевнобольных. Вот такими у нас получились тайны мира. 10 мистических и необъяснимых явлений. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас.
Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике. Знали ли вы бонусный факт? Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.